Джек Лондон. Жена короля. Когда северо-западный край был еще совсем юным, общественные и гражданские добродетели отличались удивительной скудостью и простотой. Когда бремя домашних обязанностей становилось слишком тяжелым, а одиночество у домашнего очага вызывало непрестанный протест против унылого запустения, пришельцы с юга, за неимением лучшего, платили назначенную цену и брали себе в жены туземок. Для женщин это было предвкушением рая, ибо надо признать, что белые бродяги заботились о них и относились к ним гораздо лучше, чем их сородичи-индейцы. Разумеется, и сами белые мужчины были довольны такими сделками, да и индейцы, впрочем, тоже. Продав своих дочерей и сестер за хлопчатобумажные одеяла и устаревшие ружья, и выменяв теплые меха на дешевый ситец и плохой виски, сыны этой земли быстро и жизнерадостно угасали от скоротечной сухотки и других болезней, сопутствовавших благам высшей цивилизации. Именно в эти дни аркадской простоты Кел Галбрейт путешествовал по этой стране и заболел в нижнем течении реки. Его появление было приятным событием в жизни добрых сестер Святого Креста, которые дали ему приют и лекарства, хотя они и не подозревали, какой горячий эликсир вливали в его жилы прикосновения их мягких рук и их нежный уход. Кэла Галбрейта стали тревожить странные мысли, требовавшие внимания, пока он не увидел воспитанницу миссии, Мадлен. Но он не подавал виду, терпеливо выжидая своего часа. С приходом весны он окреп, и когда солнце встало на небе золотым кругом, а радость и трепет жизни охватили всю землю, он собрал свои все еще слабые силы и отправился в путь. Мадлен, воспитанница миссии, была сиротой. Ее белый отец однажды не уступил дорогу седому медведю-гризли и быстро погиб. После этого ее мать-индейка, не имея мужчины, который наполнил бы кладовую на зиму, отважилась на опасный эксперимент — дождаться хода лосося, имея в запасе лишь 50 фунтов муки и 25 фунтов солонины. После этого малютка Чукра попала к добрым сестрам, и с тех пор ее стали звать другим именем. Однако у Мадлен оставались родичи, и ближе всех — распутный дядя, который разрушал свое здоровье непомерным количеством белого виски. Он ежедневно пытался шагать наравне с богами, а между делом его ноги искали все более короткие тропинки к могиле. В трезвом состоянии он испытывал изысканные мучения. Совести у него не было. Этому старому бродяге и представился Кел Галбрейт, и в последовавшем разговоре они израсходовали много слов и много табака. Были даны и обещания, и в конце концов старый язычник взял несколько фунтов сушеного лосося, сел в свою березовую оморочку и поплыл к миссии Святого Креста. Миру не дано знать, какие обещания он давал и какую ложь говорил. Сестры никогда не сплетничают, но когда он вернулся, на его смуглой груди блестел латунный крест, а в оморочке сидела его племянница Мадлен. В ту же ночь состоялась пышная свадьба и праздник, так что следующие 2 дня вся деревня не занималась рыбной ловлей. А утром Мадлен отряхнула пыль нижнего течения реки со своих мокасин и вместе с мужем отправилась на шестовой лодке в верхнее течение, в края, именовавшееся Верхней страной. И в последующие годы она была хорошей женой, деля с мужем все невзгоды и готовя ему пищу. Она удерживала его на праведном пути, пока он не научился беречь свое золото и трудиться в полную силу. В конце концов он разбогател и построил бревенчатый дом в Сёркл-Сити, и счастье его было таково, что люди, приходившие к нему в гости, теряли покой при виде этого уюта и сильно ему завидовали. Но северо-западный край начал взрослеть, и в нем стали появляться светские удобства. До сих пор юг отправлял сюда своих сыновей, но теперь он изверг новый поток, на этот раз своих дочерей.
Они не были сестрами или женами, но умели вложить новые мысли в головы мужчин и поднять уровень жизни своими особыми способами. Больше индейские женщины не собирались на танцы, не проносились с грохотом по центру в старых добрых виргинских кадрилях и не веселились под задорную песню про Дэна Такера. Они отступили к своему естественному хладнокровию и безропотно наблюдали из своих хижин за властвованием белых сестер. Затем через горы из плодородного юга хлынула еще одна волна. На этот раз это были женщины, ставшие могущественными в этой стране. Их слово было законом, а их закон — сталью. Они с презрением смотрели на индейских жен, в то время как другие женщины затихли и вели себя смиренно. Нашлись сомневающиеся, которые стали стыдиться своих прежних союзов с дочерьми этой земли и с новым отвращением смотрели на своих темнокожих детей. Но были и другие, настоящие мужчины, которые остались верны своим туземным клятвам и гордились ими. Когда вошло в моду разводиться с туземными женами, Келл Галбрейт сохранил свое мужское достоинство, но из-за этого ощутил на себе тяжелую руку женщин, которые пришли последними, знали меньше всех, но правили этой землей. Однажды верхняя страна, лежащая далеко выше Сёркл-Сити, была объявлена богатой золотом. Собачьи упряжки повезли эту новость к Тихому океану, золотые корабли понесли эту манящую весть через северную часть Тихого океана, проводы и кабели гудели от новостей, и мир впервые услышал о реке Клондайк и о районе Юкон. Келл Галбрейт жил эти годы тихо. Он был хорошим мужем для Мадлен, и она радовала его. Но каким-то образом на него напало недовольство. Он почувствовал смутную тягу к людям своего круга, к жизни, от которой был отрезан, общее желание, которое мужчины иногда испытывают, вырваться на свободу и вкусить расцвет жизни. Кроме того, по реке доносились дикие слухи о чудесном Эльдорадо, яркие описания города из бревен и палаток и смешные рассказы о новичках Чичака, которые прихлынули сюда и охватили паникой всю страну. Сёркл-Сити вымер. Мир двинулся дальше вверх по реке и стал новым, самым чудесным миром. Келл Галбрейт потерял покой на обочине жизни и захотел увидеть все своими глазами. Поэтому после промывки золота он взвесил пару сотен фунтов золотого песка на больших весах компании, взял на эту сумму чек на Доусон, затем поручил свои рудники Тому Диксону, поцеловал Мадлен на прощание, обещал вернуться, и сел на пароход, идущий вверх по реке. Мадлен ждала все 3 месяца полярного дня. Она кормила собак, отдавала много времени маленькому Келлу, смотрела, как угасает короткое лето и солнце начинает свой долгий путь на юг. И она много молилась по обычаю сестер Святого Креста. Пришла осень, а с ней на Юконе появился плавучий лед, и короли Сёркл-Сити стали возвращаться к зимней работе на своих рудниках, но Келла Галбрейта среди них не было. Однако Том Диксон получил письмо, и его люди привезли ей на санях зимний запас сухих сосновых дров. Компания тоже получила письмо, и ее собачьи упряжки наполнили ее кладовую лучшими припасами, а самой Мадлен сказали, что ее кредит не ограничен. Во все века мужчина считался главным виновником женских бед, но в этом случае мужчины держали язык за зубами и сурово ругали своего уехавшего товарища, тогда как женщины совсем не стремились брать с них пример. И вот, без лишних задержек, Мадлен услышала странные истории о похождениях Келла Галбрейта, а также о некой греческой танцовщице, которая играла мужчинами, как дети играют мыльными пузырями. Мадлен была индейской женщиной, и кроме того, у нее не было подруги, к которой можно было бы обратиться за мудрым советом. Она то молилась, то строила планы, и в ту же ночь, будучи быстрой на решения и поступки, запрягла собак, крепко привязала маленького Келла к саням и тайно уехала. Хотя Юкон все еще тек свободно, прибрежный лед разрастался, и с каждым днем река превращалась в суживающуюся ледяную кашу. За исключением тех,
кто сам проходил через подобное, ни один человек не может понять, что она вынесла, пройдя 100 миль по прибрежному льду. Равно как не понять им всего труда и лишений при пробивании 200 миль торосов, которые остались после того, как река замерзла окончательно. Но Мадлен была индейской женщиной, поэтому она сделала это, и однажды ночью раздался стук в дверь Мальмюта Кида. Он накормил упряжку голодных собак, уложил спать здорового малыша и обратил все внимание на изнуренную женщину. Он снял с нее обледеневшие мокасины, слушая ее рассказ, и вонзил кончик ножа в ее ступни, чтобы проверить, насколько сильно они обморожены. Несмотря на свою огромную мужскую силу, Мальмют Кид обладал мягкой, почти женственной чертой, которая могла завоевать доверие рычащей волчьей собаки или вытянуть признание из самого сурового сердца. При этом он сам не стремился к этому. Сердца открывались ему так же естественно, как цветы навстречу солнцу. Даже священник, отец Рубо, как было известно, исповедовался ему, а мужчины и женщины северо-западного края постоянно стучали в его дверь, веревка от засова которой всегда висела снаружи. Для Мадлен он не мог совершить ничего плохого или ошибиться. Она знала его с тех пор, как впервые связала свою судьбу с людьми из племени своего отца, и ее полудикому уму казалось, что в нем сосредоточена мудрость веков, а между его взором и будущим не может быть никакой скрывающей завесы. В этой стране появились сложные идеалы. Общественные рамки Доусона уже не совпадали с правилами прежней эпохи, и быстрое взросление северо-западного края принесло много несправедливости. Мальмют Кид понимал это и точно знал настоящую цену Кэллу Галбрейту. Он знал, что поспешное слово рождает много зла. Кроме того, он намеревался преподать большой урок и посрамить этого человека. Поэтому Стэнли Принц, молодой горный инженер, был призван на совещание на следующую ночь, как и счастливчик Джек Харрингтон со своей скрипкой. В ту же ночь Беттлтлс, который был сильно обязан Мальмюту Киду, запряг собак Кэлла Галбрейта, привязал Кэлла Галбрейта-младшего к саням и скрылся в темноте по направлению к реке Стюарт. Часть 2. Итак, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Теперь поворот. Нет, нет. Начни снова, Джек. Смотри, вот так. Принц выполнил движение так, как и следовало человеку, руководившему котельоном. Теперь 1, 2, 3, 1, 2, 3. Поворот. Вот. Так лучше. Попробуй еще раз. Я говорю, знаешь, ты не должна смотреть на свои ноги. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Шаги короче. Ты сейчас не держишься за правила саней. Попробуй снова. Вот. Именно так. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Круг за кругом кружились принц и Мадлен в бесконечном вальсе. Стол и табуреты были сдвинуты к стене, чтобы освободить место. Мальмют Кид сидел на нарах, обняв колени с большим интересом. Джек Харрингтон сидел рядом с ним, пилил на своей скрипке и следил за танцующими. Это была уникальная ситуация, затея этих троих мужчин с женщиной. Самым трогательным было, пожалуй, то, с какой деловитостью они взялись за это. Ни один атлет не готовился так сурово к предстоящему состязанию, ни одна волчья собака, к упряжке, как она. Но у них был хороший материал, ибо Мадлен, в отличие от большинства женщин своего племени, в детстве избежала таскания тяжелых нож и трудов на тропе. Кроме того, она была стройным, гибким созданием, обладавшим большим изяществом, которое до сих пор оставалось незамеченным.
Именно это изящество мужчины и старались выявить и довести до ума. «Беда в том, что она научилась танцевать совершенно неправильно», заметил принц, обращаясь к нарам, усадив свою запыхавшуюся ученицу на стол. «Она соображает быстро, но мне было бы легче, если бы она вообще никогда не танцевала». «Но послушай, Кит, я не могу этого понять». Принц скандировал особое движение плеч и головы, слабость, которой Мадлен страдала при ходьбе. «К ее счастью, она выросла в миссии», — ответил Мальмут Кит. «Переноска тяжестей, понимаешь, головной ремень». У других индейских женщин это выражено сильно, но она ничего не носила до самого замужества, да и потом только первое время. Видала суровые дни с этим своим мужем. Они вместе пережили голод на 40-й миле. Но сможем ли мы это исправить? Не знаю. Возможно, долгие прогулки с ее тренерами сделают свое дело. Во всяком случае, они это немного сгладят, верно, Мадлен? Девушка кивнула в знак согласия. Если Мальмут Кит, знавший все на свете, сказал так, значит, так оно и было. Вот и все. Она подошла к ним, сгорая от желания начать снова. Харрингтон разглядывал ее достоинство примерно так же, как мужчины обычно разглядывают лошадей. Это явно не принесло разочарования, так как он спросил с содранным интересом. «Что же получил твой нищий дядя?» «Одно ружье, одно одеяло, 20 бутылок пойла. Ружье сломано». Она произнесла это последнее слово с презрением, словно чувствуя отвращение от того, как низко была оценена ее девичья стоимость. Она довольно хорошо говорила по-английски, переняв многие особенности речи своего мужа, но все еще был заметен индейский акцент, традиционное нащупывание чужих гортанных звуков. Даже за это ее учителя взялись, и с немалым успехом. Во время следующего перерыва принц обнаружил новую трудность. «Послушай, Кит», — сказал он, — «мы ошибаемся, все не так. Она не может учиться в мокасинах. Надень ей на ноги туфли, да на этот натертый воск пол, ух». Мадлен подняла ногу и недоверчиво посмотрела на свои бесформенные домашние мокасины. Предыдущими зимами, как в Сёркл-Сити, так и на 40-й миле, она танцевала много ночей напролёт в подобной обуви, и все было в порядке. Но теперь, что ж, если что-то было не так, это должен был знать Мальмут Кит, а не она. Но Мальмут Кит действительно знал, и у него был отличный глаз на размеры. Поэтому он надел шапку, рукавицы и спустился с холма, чтобы нанести визит миссис Эппингуэлл. Ее муж, Клоу Эппингуэлл, был видным человеком в общине как один из крупных государственных чиновников. Кит приметил ее изящную ножку однажды ночью на балу у губернатора. И поскольку он также знал, что она столь же разумна, сколь и красива, попросить ее об одной небольшой услуге не составило труда. По его возвращении Мадлен на минуту удалилась во внутреннюю комнату. Когда она появилась снова, принц был поражен. «Боже мой!» — ахнул он. Кто бы мог подумать? Маленькая колдунья. Да ведь моя сестра. Английская девушка, перебил Мальмут Кит, с английской стопой. А эта девушка из племени с маленькими стопами. Мокасины лишь здорово расширили ее ступни, но она не испортила их форму беготней за собаками в детстве. Но это объяснение нисколько не уменьшило восхищение принца. Коммерческий инстинкт Харрингтона был задет, и пока он смотрел на изящную ножку и лодыжку, в его голове пронесся корыстный список: одно ружье, одно одеяло, 20 бутылок пойла. Мадлен была женой короля, чье желтое сокровище могло купить с потрохами 2 десятка питомцев моды.
И все же за всю свою жизнь ее ноги не знали никакой иной обуви, кроме красных мокасин из лосиной кожи. Сначала она со страхом смотрела на крошечные белые атласные туфли, но быстро поняла восхищение, засиявшее по-мужски в глазах мужчин. Ее лицо вспыхнуло от гордости. На мгновение она опьянела от своего женского очарования, а затем прошептала с еще большим презрением: «И одно ружье сломанное». Так продолжались тренировки. Каждый день Мальмют Кит выводил девушку на долгие прогулки, посвященные исправлению ее осанки и сокращению шагов. Вероятность того, что ее узнают, была мала, так как Кел Галбрейт и остальные старожилы были подобны потерянным детям среди множества незнакомцев, хлынувших в этот край. Кроме того, мороз севера обладает суровым языком, и нежные женщины юга, чтобы защитить свои щеки от его кусачих ласк, имели склонность использовать парусиновые маски. Со скрытыми лицами и фигурами, утонувшими в парках из беличьего меха, мать и дочь, встретившись на тропе, прошли бы мимо как чужие. Обучение продвигалось быстро. Сначала все шло медленно, но позже проявилось внезапное ускорение. Это началось с того момента, как Мадлен примерила белые атласные туфли и тем самым обрела себя. Гордость ее отца-отступника, помимо любого естественного чувства собственного достоинства, которым она могла обладать, зародилась именно в этот миг. До сих пор она считала себя женщиной чужой породы, низшего происхождения, купленной по милости своего господина. Ее муж казался ей богом, который поднял ее не за ее личные достоинства до своего божественного уровня. Но она никогда не забывала, даже когда родился маленький Кел, что она не из его народа. Как он был богом, так и его женщины были богинями. Она могла противопоставлять себя им, но никогда не сравнивала. Возможно, фамильярность породила презрение, но как бы то ни было, в конце концов она научилась понимать этих бродячих белых мужчин и оценивать их. Правда, ее ум был не способен к преднамеренному анализу, но она все же обладала женской ясностью взгляда в таких делах. В ночь примерки туфель она оценила смелое, открытое восхищение своих троих друзей-мужчин и впервые напросилось сравнение. Это была всего лишь ножка и лодыжка, но сравнение не могло, по природе вещей, остановиться на этом. Она судила о себе по их стандартам, пока божественность ее белых сестер не оказалась разбита. В конце концов, они были всего лишь женщинами, и почему бы ей не возвыситься до их среды? Делая это, она понимала, чего ей не хватает, и с осознанием своей слабости пришла ее сила. И так могуче она старалась, что трое ее тренеров часто дивились до глубокой ночи вечной тайне женщины. Таким образом приближалась ночь Дня Благодарения. С нерегулярными интервалами Беттлтос присылал известие с реки Стюарт о благополучии маленького Кэла. Время их возвращения приближалось. Не раз случайный гость, услышав танцевальную музыку и ритмичный стук ног, входил только для того, чтобы застать Харрингтона, пилящего на скрипке, и двух других, отбивающих такт или шумно спорящих из-за спорных шагов. Мадлен никогда не появлялась на виду, стремительно укрываясь во внутренней комнате. В одну из таких ночей заглянул Кел Галбрейт. Обнадеживающие новости только что пришли с реки Стюарт, и Мадлен превзошла саму себя, не только в ходьбе, осанке и грации, но и в женской кокетливости. Они предавались колким колкостям, и она блестяще защищалась, а затем, поддавшись опьянению момента и собственной силы, она задирала их, повелевала, заискивала и покровительствовала им с самым удивительным успехом. И инстинктивно, невольно они склонялись не перед ее красотой, мудростью или умом, а перед тем неопределимым нечто в женщине, которому мужчина уступает, но не может назвать по имени. Комната кружилась от чистого восторга, когда они с принцем кружились в последнем танце вечера.
Харингтон выдавал невероятные пассажи, в то время как Мальмют Кит, совершенно забывшись, схватил швабру и выделывал безумные пируэты на свой лад. В этот миг дверь содрогнулась от тяжелого стука, и их быстрые взгляды отметили, как поднимается засов. Но они уже переживали подобные ситуации раньше. Харингтон не сбился ни на одну ноту. Мадлен метнулась через открытую дверь во внутреннюю комнату. Швабра полетела под нары, и к тому времени, как Кел Галбрейт и Луи Совой просунули головы, Мальмют Кит и принц уже находились в объятиях друг друга, бешено танцуя шатиш по всей комнате. Как правило, индейские женщины не имеют привычки падать в обморок по любому поводу, но Мадлен была к этому близка, как никогда в жизни. Целый час она сидела на полу, сжавшись в комок и прислушиваясь к тяжелым мужским голосам, гремевшим подобно раскатам грома. Словно знакомые с детства аккорды мелодий, каждая интонация, каждая особенность голоса ее мужа захлестывали ее, заставляя сердце трепетать, а колени дрожать, пока она не слегла без сил у самой двери. Хорошо еще, что она не могла ни видеть, ни слышать, как он уходил. «Когда ты планируешь вернуться в Сёркл-Сити?» — просто спросил Мальмют Кит. «Не особо об этом думал», — ответил тот. «Вряд ли до вскрытия изо льда». «А Мадлен?» Он покраснел от этого вопроса и быстро опустил глаза. Мальмют Кит мог бы презирать его за это, если бы меньше знал людей. Но даже так в нем закипело возмущение против жен и дочерей, пришедших в эту страну, недовольствуясь тем, что они заняли место туземных женщин, они поселили нечистые мысли в головах мужчин и заставили их стыдиться. «Думаю, у нее все в порядке», — поспешно и словно оправдываясь, ответил король Сёркл-Сити. «Том Диксон присматривает за моими делами, знаешь ли, и следит за тем, чтобы у нее было все необходимое». Мальмют Кит положил руку ему на плечо и резко заставил замолчать. Они вышли наружу. Над головой северное сияние, эта роскошная распутница выставляла на показ чудеса красок, а внизу лежал спящий город. Далеко внизу затянул песню «Одинокий пес». Король снова попытался заговорить, но Кит сжал его руку, призывая к тишине. Звук нарастал. Собака за собакой подхватывали эту песню, пока весь этот громкий хор не раскачал ночь. Тому, кто слышит эту жуткую песню впервые, открывается первая и самая большая тайна северо-западного края. Тому же, кто слышал ее часто, она кажется торжественным погребальным звоном по утраченным надеждам. Это плач измученных душ, ибо в нем заключено все наследие Севера, страдания бесчисленных поколений, предупреждение и реквием по всем заблудшим душам мира. Кел Галбрейт слегка вздрогнул, когда хор затих в едва различимых рыданиях. Кит открыто читал его мысли и вместе с ним возвращался сквозь все те долгие дни голода и болезней. И рядом с ним снова была терпеливая Мадлен, делившая с ним боль и опасность, никогда не сомневавшаяся и не жалевавшаяся. Сетчатка его памяти вздрогнула от десятков суровых, четких картин, и рука прошлого с тяжелой силой сжала его сердце. Это был психологический момент. Мальмют Кит почти поддался искушению сыграть свой козырь и выиграть партию, но урок был пока слишком мягок, и он упустил этот случай. В следующее мгновение они пожали друг другу руки, и расшитые бисером мокасины короля выжимали протест из оскорбленного снега, когда он спускался с холма. Мадлен без сил была совершенно иной женщиной, чем то лукавое создание, каким она была час назад, чьи уловки были так заразительны, а румянец и блестящие глаза заставляли ее учителей на время забывать обо всем. Слабая и лишенная сил, она сидела в кресле ровно так, как ее опустили туда принц и Харингтон. Мальмют Кит нахмурился. Это никуда не годилось. Когда придет время встречи с мужем,
она должна вести себя властно и самоуверенно. Было очень важно, чтобы она сделала это по манере белых женщин, иначе победа не будет победы вовсе. И он говорил с ней сурово, не выбирая выражений, и посвящал ее в слабости своего собственного пола, пока она не поняла, какими простаками были мужчины на самом деле и почему слово их женщин было законом. За несколько дней до Дня Благодарения Мальмют Кит снова навестил миссис Эппингуэлл. Она без промедления перебрала свои женские наряды, нанесла долгий визит в галантерейный отдел торговой компании, а затем вернулась с Кидом, чтобы познакомиться с Мадлен. После этого наступила пора, какой эта изба еще никогда не видела, из-за кройки, примерки, сметывания, шитья и множества других чудесных и непонятных вещей заговорщиков мужчин чаще выгоняли из помещения, чем оставляли внутри. В такие моменты оперный театр открывал перед ними свои двойные двери. Они так часто шептались и так глубоко пили странные тосты, что бездельники зачуяли неизвестные ручьи неисчислимого богатства. Известно даже, что несколько новичков Чичака и по меньшей мере один старожил держали свои готовые к сборам рюкзаки за барной стойкой, готовые отправиться в путь в любую минуту. Миссис Эппингуэлл была весьма способной женщиной, поэтому, когда в ночь Дня Благодарения она передала Мадлен ее тренерам, девушка преобразилась настолько, что они почти робели перед ней. Принц укутал ее в одеяло компании Гудзонова залива с наигранным почтением, в котором было больше искренности, чем притворства. Мальмют Кит, под руку с которым она шла, с трудом заставлял себя вернуться к привычной роли наставника. Харрингтон, в чьей голове все еще крутился список покупок, плелся сзади и за всю дорогу в город не обронил ни слова. Когда они подошли к задней двери оперного театра, мужчины сняли одеяло с плеч Мадлен и расстелили его на снегу. Сбросив мокасины принца, она ступила на него в новеньких атласных туфлях. Маскарад был в самом разгаре. Она помедлила в замешательстве, но они распахнули дверь и вытолкнули ее внутрь, а сами побежали вглубь здания через главный вход. Часть 3. «Где Фреда?» — спрашивали старожилы, пока новички Чичака с не меньшим азартом выпытывали, кто такая эта Фреда. Танцевальный зал гудел от ее имени. Оно было у всех на устах. Посидевшие старожилы, простые рабочие на рудниках, но гордые своим статусом, либо покровительственно лгали со вкусом зеленым новичкам, ведь старожилы были будто специально созданы для того, чтобы играть с правдой, либо одаряли их дикими взглядами полного возмущения за их невежество. Около 40 королей верхней и нижней страны кружились на паркете, каждый считал себя на верном трейс и стойко подкреплял свое мнение желтым песком края. К человеку на весах отправили помощника, так как на него пало тяжелейшее бремя взвешивания мешочков с золотом, пока несколько игроков, знавших законы случая как свои 5 пальцев, составляли заманчивые ставки на фаворитов. Кто из них был Фредой? Раз за разом казалось, что греческая танцовщица наконец раскрыта, но каждое новое открытие приносило панику в ряды делающих ставки и заставляло их лихорадочно менять пари, чтобы подстраховаться. Мальмют Кит с интересом наблюдал за этой охотой, и его появление гулики встретили громкими криками, его знали абсолютно все. У Кида был отличный глаз на особенности походки и хороший слух на оттенки голоса, и его личным выбором было чудесное создание, сверкавшее в костюме северного сияния. Но греческая танцовщица оказалась слишком хитрой даже для его проницательности. Большинство искателей золота сошлись во мнении, что это русская принцесса, которая была самой грациозной в зале, а значит, не могла быть никем иным, кроме Фреды Малуф. Во время кадрили раздался общий рев одобрения. Ее разгадали. На прошлых балах во время фигуры «Все берутся за руки» Фреда всегда демонстрировала неподражаемый шаг и свое собственное, особое движение. Едва объявление фигуры прозвучало,
как русская принцесса задала этот уникальный ритм своими движениями. Хор торжествующих выкриков «Я же говорил!» сотряс квадратные потолочные балки, как вдруг о чудеса. Все заметили, что «Северное сияние» и еще одна маска «Дух полюса» исполняли тот же самый трюк ничуть не хуже. И когда два близнеца ложных солнца и ледяная королева последовали их примеру, к человеку на весах пришлось отправить уже второго помощника. В самый разгар этого веселья прямо с тропы явился Бетлтлс, обрушившись на них подобно ледяному урагану. Его покрытые инеем брови превращались в капли, пока он кружился. Его все еще замерзшие усы казались усыпанными алмазами и преломляли свет разноцветными лучами, а под кружившимися ногами позвякивали и разлетались куски льда, осыпавшиеся с его мокасин и немецких носков. Танцы на севере – дело совершенно неформальное, ведь мужчины с ручьев и троп давно растеряли всю ту привередливость, которой, возможно, обладали когда-то. Лишь в высших официальных кругах хоть как-то соблюдались приличия. Здесь же касты не имели никакого значения. Миллионеры и бедняки, погонщики собак и полицейские брали за руки с дамами в центре и неслись по кругу, вытворяя самые невероятные па. Первобытные в своих развлечениях, шумные и грубоватые, они не проявляли грубости, а скорее демонстрировали суровое рыцарство, куда более искреннее, чем самая изысканная вежливость. В своих поисках греческой танцовщицы Келл Галбрейт сумел попасть в одну группу с русской принцессой, на которую пало общее подозрение. Но к тому моменту, как он провел ее через один танец, он был готов поставить не только свои миллионы на то, что она не Фреда, но и на то, что он уже когда-то обнимал ее за талию. Когда и где, он не мог вспомнить, но это загадочное ощущение чего-то знакомого настолько овладело им, что он направил все внимание на раскрытие ее личности. Мальмют Кит мог бы помочь ему, но вместо этого он сам время от времени уводил принцессу на пару кругов и о чем-то серьезно шептался с ней. Зато именно Джек Харрингтон оказывал русской принцессе самое пылкое внимание. Однажды он отозвал Келла Галбрейта в сторону, высказывал дикие догадки о том, кто она такая, и объяснял, что намерен ее завоевать. Это задело короля Сёркл-Сити, ведь мужчина по природе своей не моногамен, и в этой новой охоте он забыл и о Мадлен, и о Фреде. Вскоре по зале пронесся слух, что русская принцесса – это не Фреда Малуф. Интерес разгорелся с новой силой. Возникла новая загадка. Фреду они знали, хоть и не могли найти, а здесь была та, кого они нашли, но не знали. Даже женщины не могли узнать ее, хотя знали каждую хорошую танцовщицу в лагере. Многие принимали ее за кого-то из чиновничьего круга, решившуюся на глупую выходку. Немало было и тех, кто утверждал, будто она исчезнет до того, как снимут маски. Другие с такой же уверенностью доказывали, что это женщина-репортер из газеты «Канзас-Сити Стар», приехавшая написать о них статью за $90 за колонку. А люди у весов работали, не разгибая спины. В час ночи все пары вышли на паркет. Снятие масок началось под смех и восторг, словно у беззаботных детей. Не было конца ахам и охам, когда маска за маской поднимались вверх. Сверкающее северное сияние оказалась мускулистой темнокожей женщиной, чей доход от стирки белья для всего поселка составлял около $500 в месяц. Близнецы Ложные Солнца обнаружили усы на верхних губах и оказались братьями, совладельцами участков на Эльдорадо. В одной из самых заметных групп, снимавших маски последними, находился Келл Галбрейт с Духом полюса. Напротив него стояли Джек Харрингтон и русская принцесса. Все остальные уже открыли свои лица, но греческая танцовщица все еще отсутствовала.
Все взоры устремились на эту группу. Келл Галбрейт в ответ на крики толпы поднял маску своей партнерши. Удивительное лицо Фреды и ее блестящие глаза предстали перед ними. Раздался громкий рев, который тут же затих перед новой захватывающей тайной русской принцессы. Ее лицо все еще было скрыто, и Джек Харрингтон боролся с ней, пытаясь снять маску. Танцоры хихикали, притихнув в предвкушении. Он грубо смял ее изящный костюм, а затем гуляки взорвались. Шуткой сыграли над ними самими. Они танцевали всю ночь с отвергнутой туземной женщиной. Но те, кто все понял, а таких было много, резко умолкли, и в зале воцарилась тишина. Келл Галбрейт подошел огромными шагами в гневе и заговорил с Мадлен на смешанном языке чинук. Но она сохраняла полное хладнокровие, казалось, совершенно не замечая, что стала центром общего внимания, и ответила ему по-английски. Она не проявила ни испуга, ни гнева, и Мальмют Кит усмехнулся ее изысканной выдержке. Король чувствовал себя сбит с толку, побежденным, его простая индейская жена переросла его. «Пойдем», — сказал он наконец. «Пойдем домой». «Прошу прощения», — ответила она. «Я обещала пойти на ужин с мистером Харрингтоном. Кроме того, у меня обещано еще бесконечное множество танцев». Харрингтон предложил ей руку, чтобы увести ее. Он не выказал ни малейшей неохоты повернуться ко всем спиной, но Мальмют Кит к этому времени подступил ближе. Король Сёркл-Сити был ошеломлен. Дважды его рука опускалась к ремню, и дважды Кит собирался для прыжка. Но уходящая пара прошла через дверь столовой, где подавали консервированные устрицы по $5 за порцию. Толпа громко вздохнула, разбилась на пары и последовала за ними. Фреда надула губы и вошла вместе с Кэллом Галбрейтом, но у нее было доброе сердце и острый язык, и она испортила ему весь ужин. То, что она говорила, не имело значения, но его лицо то краснело, то бледнело, и он без конца сурово проклинал сам себя. Столовая наполнялась непрерывным шумом голосов, который внезапно затих, когда Келл Галбрейт подошел к столику своей жены. С момента снятия масок на исход этого дела были поставлены значительные суммы золотого песка. Все наблюдали с затаённым дыханием. Голубые глаза Харрингтона были спокойны, но под свисающей скатерти на его колени покоился револьвер системы Смита и Вессона. Мадлен посмотрела вверх, мельком и без особого интереса. «Могу я пригласить вас на следующий быстрый танец?» Запнувшись, спросил король. Жена короля взглянула в свою танцевальную карточку и слегка наклонила голову.